Вы стоите в проходе супермаркета, окруженные стеллажами с яркими упаковками. На каждой из них обещание долголетия, блестящей шерсти и здоровья, за которые вы готовы платить огромные суммы. Но правда, которую часто не замечают владельцы кошек, заключается в том, что многие элитные корма– это лишь удобный способ поддерживать жизнь, в то время как настоящие эликсиры здоровья годами лежат в вашем собственном холодильнике. Ваша кошка– это биологический шедевр, чей организм требует живых нутриентов, а не только термически обработанных гранул. Сегодня мы взломаем код кошачьего здоровья и разберем 18 продуктов с вашей кухни, которые ветеринары часто тайно дают своим питомцам, чтобы подарить им годы жизни, которые другие кошки теряют впустую. И приготовленный лосось. Щит для почек. Начнем с самого фундаментального. Масштабное 8. Летнее исследование, охватившее 1200 кошек, выявило нечто невероятное. Питомцы, получавшие дикий лосось дважды в неделю, жили в среднем на 3-7 года дольше. Секрет не просто в пользе омега. 3 жирные кислоты в лососе буквально восстанавливают поврежденные клеточные, мембраны в сердце, мозге и, что самое важное, в почках. Почки – это ахиллесова пята кошек, и именно лосось снижает риск развития почечных заболеваний, главного убийцу пожилых кошек, на шокирующие 71%. Давайте кошке около 60 граммов, 2 унции приготовленного лосося без костей, без масла и приправ 2 раза в неделю. У пожилых кошек заметное улучшение состояния наблюдается уже через 6-8 недель. Приготовленное яйцо. Строитель иммунитета. Обычное яйцо – это, пожалуй, самый полноценный источник белка на планете. В одном яйце содержатся абсолютно все аминокислоты, необходимые кошке для восстановления тканей и поддержания работы органов. Исследования показали, что всего одно яйцо дважды в неделю делает иммунный ответ на 34% сильнее, а шерсть на 58% блестящее уже через 1,5 месяца. Но что по-настоящему поразило экспертов, так это биотин. Он способен обращать вспять возрастную потерю мышечной массы. Старые и слабые кошки, которые едва передвигались, начинали снова играть и прыгать, как кутята, спустя 8 недель такого рациона. Приготовленная куриная печень. Витаминный взрыв. Многие владельцы тратят целое состояние на синтетические добавки, не подозревая, что один маленький кусочек куриной печени в неделю дает больше витамина А, чем месячный курс дорогих препаратов. Исследования подтвердили, кошки, употребляющие печень раз в неделю, имеют на 63% лучшее ночное зрение, а риск возрастной слепоты у них снижается более чем наполовину. Железо в составе печени также поднимает уровень энергии на 48% всего за 21 день. Кормите кошку 1 столовой ложкой мелко нарезанной печени раз в неделю, но будьте осторожны. Избыток витамина А токсичен, поэтому не превышайте дозировку. 4. Приготовленный сладкий картофель. Ремонт ДНК. Это именно тот продукт, который производители кормов пытаются скрыть от вас. Сладкий картофель содержит не только бета-каротин, но и уникальные антиоксиданты, которые способны восстанавливать поврежденные нити ДНК у стареющих кошек. 5-летнее наблюдение за 800 пожилыми кошками показало, что у тех, кто ел сладкий картофель дважды в неделю, риск заболевания раком падал на 61%, а их иммунная система становилась почти наполовину сильнее. 2 столовые ложки пюре из отварного картофеля, без масла и специй дважды в неделю, могут остановить хронические инфекции всего за пару месяцев. 5. Тыква. Микроскопическая метла. Тыква – это природный пробиотик, который эффективнее любого средства за $80. Ее растворимая клетчатка превращается в желудке в гелеобразную субстанцию, которая проходит сквозь кишечник, как микроскопическая метла, выметая токсины и комки шерсти, которые не могут вывести обычные корма. Исследования доказали,
что 1 ложка тыквы в день снижает образование волосяных комочков на 64% и устраняет запоры у 89% кошек. Используйте только 100% чистое тыквенное пюре без сахара и специй. 6. Натуральный греческий йогурт. Эликсир жизни. Многие думают, что молочные продукты вредны для кошек. Но процесс ферментации греческого йогурта разрушает 95% лактозы, делая его безопасным. Пробиотики в йогурте увеличивают продолжительность жизни кошек в тестах на 41%. Эти бактерии подавляют воспаление и даже предотвращают формирование раковых клеток. Всего 1 чайная ложка 3 раза в неделю способна излечить хронические инфекции ушей, от которых кошки страдали годами. 7. Черника. Защита разума. Кошки, как и люди, подвержены когнитивному увяданию. Исследование показало, что всего 5 ягод черники дважды в неделю улучшают когнитивные функции на 47%, а риск деменции падает на 39%. Антоцианы в чернике преодолевают гематоэнцефалический барьер и буквально защищают клетки мозга от отмирания. Пожилые кошки, которые были дезориентированы и кричали по ночам, спустя 3 месяца приема черники начинали снова узнавать хозяев и правильно пользоваться лотком. Ба. Приготовленная зеленая стручковая фасоль. Спасение почек. Ветеринарные исследования обнаружили, что кремний и хлорофилл в зеленой фасоли вымывают токсины из почек лучше, чем многие рецептурные препараты. У кошек, употреблявших фасоль 3 раза в неделю, прогрессирование заболеваний почек замедлялось на 67%. Что самое невероятное, у кошек на ранних стадиях почечной недостаточности наблюдалось частичное восстановление поврежденных тканей всего за 4 месяца. Дарите своей кошке 3-4 приготовленные и нарезанные стручковые фасоли 3 раза в неделю. 9. Отварная куриная грудка. Антитела и защита. Чистый куриный белок содержит аминокислоты, которые повышают выработку природных антител на 52%. Кошки, получающие грудку дважды в неделю, на 64% реже страдают от респираторных инфекций и выздоравливают в 3 раза быстрее. Но по-настоящему ветеринаров шокировал селен. Он предотвращает образование раковых клеток и замедляет рост опухолей на 41%. 60 граммов. 2 унции вареной грудки. Без кожи и костей дважды в неделю. Это идеальная профилактика. 10. Сырая морковь. Природная зубная щетка. Маленькие тонкие кусочки сырой моркови работают как натуральные зубные щетки, соскабливая налет и зубной камень, пока кошка их жует. Кошки, получающие морковь 3 раза в неделю, имеют на 73% меньше стоматологических проблем, что экономит владельцам в среднем $400 в год на чистке зубов у ветеринара. Витамин К в моркови укрепляет челюстные кости и снижает воспаление десен на 61% уже. Через 2 месяца. 11. Приготовленный шпинат – омоложение органов. Шпинат содержит лютеин и зеаксантин соединения, которые защищают кошек от возрастных болезней лучше любых добавок на рынке. Пожилые кошки, получавшие столовую ложку шпината дважды в неделю, демонстрировали улучшение работы органов на 56%, а их уровень энергии возрастал на 68%. Анализы крови показали, что маркеры воспаления падают настолько низко, что биологический возраст 17 летних кошек начинал соответствовать 10-летнему возрасту. 12. Приготовленная спаржа. Регенерация почек. Это звучит как медицинская фантазия, но исследования подтвердили. Аспарагин и фолаты в спарже выводят токсины из почек на 83% эффективнее лекарств. У кошек с хронической болезнью почек, употреблявших спаржу, наблюдалась реальная регенерация почечной ткани. Их уровень креатинина падал на 54%, возвращался аппетит
а боли при артрите снижались на 69% в течение 5 недель. 2 веточки приготовленной нарезанной спаржи трижды в неделю – это мощнейшая терапия. 13. Приготовленный цукини. Детокс печени. Цукини содержит электролиты и антиоксиданты, которые очищают печень и улучшают выработку желчи на 63%. Кошки, употреблявшие цукини, лучше усваивали питательные вещества и избавлялись от лишнего веса, не уменьшая объем порции. Но самое чудесное – маркеры жировой болезни печени приходили в норму всего за 7 недель, даже когда лекарства были бессильны. Добавляйте 1 чайную ложку пюре из цукини в еду дважды в неделю. 6. Кокосовое масло. Магия кожи и мозга. Кокосовое масло первого отжима содержит триглицериды со средней цепью, которые заживляют кожные заболевания на 88% быстрее, чем лечебные кремы. В 87% случаев кожные аллергии и грибковые инфекции полностью исчезали в течение 2 месяцев. Кроме того, лауриновая кислота в масле убивает вредные бактерии в кишечнике и на 41% улучшает работу мозга у пожилых. Кошек. Четверть чайной ложки 3 раза в неделю помогут даже при сильном облысении из-за чрезмерного вылизывания. 15. Приготовленная свекла. Сердечный ритм. Свекла буквально переписывает ветеринарную кардиологию. Нитраты в ее составе расширяют сосуды, улучшая циркуляцию на 76% и снижая кровяное давление у кошек-гипертоников на 64%. Но самое важное открытие беталайны свеклы предотвращают образование тромбов, которые часто становятся причиной внезапной смерти кошек. У кошек с шумами в сердце после 3 месяцев употребления свеклы степень шума снижалась 4 до 2. 1 чайная ложка приготовленной свеклы дважды в неделю способна спасти сердце вашего питомца. 16. Семена чиа. Генетическое омоложение. Генетики опубликовали данные, согласно которым омега-3 АЛА в семенах чиа не просто предотвращает повреждение ДНК, а фактически восстанавливает разорванные нити ДНК, замедляя клеточное старение на 71%. В тестах кошки, употреблявшие чиа, жили в среднем на 4-7 года дольше, а их органы функционировали так, будто они на 6 лет моложе своего возраста. Всего 8 чайной ложки молотых семян трижды в неделю сделают анализы крови 14 летней. Кошки такими же, как у 5-летней, 17. Приготовленное куриное сердце. Регенерация нефронов. Куриные сердца содержат таурин и коэнзим К10 в таких концентрациях, что они способны регенерировать поврежденные нефроны почек, что раньше считалось невозможным. Кошки с 3-й стадией почечной недостаточности после 4 месяцев употребления сердец возвращались к 1-й стадии. У них на 83% снижался белок в моче и возвращалась мышечная масса. 1 приготовленное нарезанное сердце дважды в неделю – это шанс на жизнь даже для тех кошек, которым уже назначили эвтаназию. 18. Костный мозг. Фонтан молодости. Это, пожалуй, самое значимое открытие в ветеринарном питании за последние 50 лет. Костный мозг содержит факторы роста стволовых клеток, которые заставляют собственный организм кошки регенерировать поврежденные ткани всей системе, в почках, печени, сердце и мозге. Иммунная функция у таких кошек возрастала на 97%, а продолжительность жизни почти на 6 лет сверх ожидаемого. 20. Летние кошки после полугода приема костного мозга по состоянию органов выглядели как 7 летние. Давайте кошке 1 чайную ложку приготовленного костного мозга из говяжьих или куриных костей. 1 раз в неделю. Это самое близкое к фонтану молодости, что существует в природе. Заключение. Ваша кошка полностью зависит от вашего выбора. Каждый из этих продуктов – это не просто еда, это инвестиция в годы совместной жизни, наполненной энергией и здоровьем.
Попробуйте добавить в миску что-то одно уже сегодня. Возможно, это будет лосось для защиты почек или черника для ясности ума. Берегите своего маленького сородича, ведь для вас он часть жизни, но для него вы целый мир, и он заслуживает самого лучшего топлива, которое только может предложить ваша кухня. Какой продукт из этого списка удивил вас больше всего?